Ну и жара сегодня. Здорово! А ты что тут делаешь? А я думаю, с кем мне поговорить о бизнесе с нуля на примере мебельного производства? Интересно? Тогда подпишись на канал, поставь лайк и напиши пару комментариев. Погнали! Деньги текут к нам легко и свободно, деньги текут к нам со всех сторон. Деньги текут к нам легко и свободно, деньги текут к нам со всех сторон. Друзья, всем привет! С вами снова я, Роман Артамонов. И сегодня мы поговорим о мебельном производстве. А для этого мы поедем к нашему конкуренту Сергею. Узнаем, какой порог вхождения и сколько на это можно заработать. Погнали! Всем привет! Сегодня мы в гостях у нашего, можно сказать так, конкурента Сергея. У него собственный цех по производству корпусной мебели. Производит все: кухни, шкафы, купе, торговое оборудование, прихожие. Комоды, все что угодно, все что по мебели. Ну скажи, Серег, вот для того, чтобы вообще начать бизнес, какое оборудование нужно? В первую очередь нужно форматно-раскроечный станок. Это самое наипервейшее оборудование, что надо для мебельщика. Обязательно должен быть сверлильно-присадочный станок. Вот он стоит, это сверлильно-присадочный станок. Еще должен быть кромкооблицовочный станок, хотя бы на первое время с ручной подачей. У нас вот есть станки Ватек, это кромочный, присадочный, и Филато станок форматно-раскроечный. Эти станки необходимы для производства мебели. Ну и, конечно, еще такое сопутствующее оборудование, такое как, например, фрезер, лобзик. Что по деньгам? Сколько такой станок стоит? В районе 300 тысяч, в районе. Можно 300 приобрести тысяч. бэушно, но это нежелательно. Если покупать, сразу желательно купить хороший станок. А присадочный, сверлитель присадочный? Этот стоит 262 тысячи. А кромочный? Кромочный стоит в районе 146-145 тысяч стоит. То есть вот это вот оборудование, его хватает для того, чтобы начать производить, начать производить мебель. Вот где ты берешь заказы? Где беру? Ну, у нас есть свой менеджер, который привозит заказы, нам мы делаем. Да, у нее свой бизнес, как говорится, она привозит нам. Она вам дает заказы, Дает да? заказы, да. Мы Вы делаем, их обрабатываете, отправляете? Да, получаем процент с этих заказов, да. Работаете вы вдвоем, да, получается? Ну, работаем вдвоем, да. По поводу помещения, какая минимальная площадь нужна для того, чтобы Самая заниматься минимальная мебелью? площадь хотя бы 100 квадратных метров. Вот этот цех, он 100 квадратных метров. Его достаточно, чтобы производить мебель. Достаточно вполне. Желательно бы еще складское помещение, чтобы куда выносить эту мебель. Собрал, вынес, все. Здесь пока такого нет. Ну, надеюсь. И сколько здесь можно переработать, например, кухонь, сколько можно в месяц сделать? В месяц. Смотря какие кухни, в зависимости от Ну, в среднем. В среднем, ну, кухонь 6-7 в среднем можно сделать. Это без шкафов или вместе со шкафами? Можно со шкафами. И шкафы можно 6-7 еще... кухонь и... Да, и плюс шкафы. Можно сделать еще хотя бы 5-6 шкафов. Вообще вопросов нет. Да. Шкафы делать довольно-таки проще. Купейные там такие, они проще делаются, чем нежели кухня. Кухня очень сложная эта вещь такая. Ну, в принципе-то. Ну, в принципе, вот 100 квадратных метров. 3 станка. 3 станка. Плюс фрезеры там, ну, все, да, всякие понятно. там, обрезные там, обрезки. Лобзик там, да, компрессор. все это такое, фены там. Ну, И всё 2 это такое. человека. В принципе, можно Достаточно. спокойно производить мебель. Спокойно. И сколько на это можно заработать? Смотря сколько. Можно, я не знаю, ну на булку с маслом хватит. Ну, процент 100 тысяч, 200. Можно и 100 заработать, можно 200. Смотри, какие заказы. Есть кухни, допустим, вот мы недавно делали кухню, допустим, я хочу сказать.
она в районе где-то 500 тысяч. Ну а рентабельность вообще какая? Сейчас. Ну как В сказать? процентном соотношении сколько? Там 20%, там 25%. Ну, знаешь, в чем дело? Каждая кухня по-разному идет. По-разному. Есть кухни дорогие, есть чуть подешевле. Из этого исходить, Ну в среднем там 15-20% есть? Есть, даже больше есть. Больше есть, даже да? есть, да, больше. Если арендуешь, это, конечно, по карману бьет. Но если ты не арендуешь помещение, не арендуешь, это собственность твоя, конечно, это выгода большая. Ну а расскажи, как вот это помещение, откуда вообще мысли пришли вот создать вот это мебельное производство? Откуда ты как бы понял, что вот это помещение нужно тебе построить для того, чтобы производить мебель? Ну как это пришло? Это самому. Ну сначала, если честно сказать, это раньше помещение было, просто цех был. Ну как говорить, здесь стоял, в общем, скотина, как говорится. Потом со временем, с этой перестройкой, решили, что это невыгодно. Все эти перегородки убрали, все забетонировали здесь. И наладили производство, я вам сейчас скажу, в 2004 году. Все заштукатурили, все сделали, все как положено. И привели в порядок. Отопление провели, да? Да, Свет. свет, отопление. Потом что сделали? Купили станки. Раньше было у нас старое оборудование. Я раньше на фирме работал на одной. Выкупили оттуда оборудование старое. С этого начинали. Потом это старое оборудование продали, купили новое. Вот так вот. И с этого начали все работать. Работа пошла. И закрутилось, да, все. И все закрутилось, да, и все с тех пор работаем. Это интересный бизнес, во-первых, хочу что сказать. Каждой кухне подходишь к ней индивидуально. Делаешь расчеты, еще очень такая работа вдумчивая. Ну, это, можно сказать, ты как художник, правда? Да, как художник. Это вообще интересная работа. Нету. Сейчас у нас клиенты какие-то раньше гнали шкафы однотипные, там, допустим. А сейчас такого нет. Каждый клиент хочет что-то свое. Сами они выбирают материал. Сейчас клиенты намного умнее стали, чем раньше. Раньше покупали стандарт, сейчас нет. Сейчас вся мебель идет практически не стандарт. Ну а скажи, вот какие в месяц у тебя затраты на обслуживание вот этого помещения? Есть какие-то подсчитывал? Ну, в смысле, в принципе-то, я говорю, особо нет, свет, только плачу и все, больше ничего. Больше ничего. Аренду я, как говорится, не плачу, но в принципе больше. Зимой у вас тепло, да? Да, зимой тепло, все хорошо. Так что здесь все нормально, вот насчет этого. Серега, скажи, пожалуйста, вот доставка, монтаж, вы сами отвозите? Да, сами отвозим. А монтируете? Да, у нас есть клиент, ну не клиент, у нас есть машина, мы ее заказываем, человек работает. Ну, за доставку платит клиент, либо у вас уже заложен стоимость? У нас заложена стоимость уже этой доставки, потому что клиент уже не платит. И за подъем он не платит, потому что мы все туда уже закладываем. Процесс, ну, в общем, это доставки там. И все. Хорошо, а монтаж? Монтаж, у меня есть человек, который делает монтаж. Если что, там, если я ему в помощь, если не я в помощь, он берет с собой, там, допустим, еще одного человека, там, и они делают монтаж. Сколько по времени смонтируешь кухню или шкаф? Шкаф можно за день сделать. Смотри, какой шкаф. Стройка, она чуть сложнее, она довольно-таки. Смотри, какая еще стройка. Да, она подольше. И с ней можно и провозиться целый день со стройкой. А шкаф, он корпусной, он делается буквально, если такой небольшой, трешка там или четырешка, она там буквально 3-4 часа она готова. По кухне? По кухне посложнее немного. Смотря какая кухня. Ну, можно, в среднем день или все-таки больше 2? Или... Нет, смотря какая кухня. Если, допустим, кухня большая, там примерно 4×4, там такая кухня, да, ее делают за 2 дня. Если у кухни примерно угловая, небольшая, там, и она делается за день. Мы утром приезжаем, допустим, и все, она к вечеру уже готова. А скажи, вот сейчас многие производители, включая нас, столкнулись с дефицитом материала, причем он вырос просто до таких цен. Да. У вас такая же ситуация? Такая же ситуация, особенно Игорь. Взлетел намного, там, допустим, в районе, лист раньше, если брали, там, в районе 3000, 3 с чем-то, 3,5, сейчас он стоит до 6000 доходит, да. А некоторые, допустим, листы и дороже даже. Фурнитура тоже подорожала? Фурнитура, да, подорожала. В общем, у мебельщиков неважно, где он в Москве находится, там, на Северном Кавказе, там, не знаю, в Челябинске, у них одни и те же проблемы. Одни и те же проблемы, да. Но подорожание, да, это намного, это ощутимо. А клиенту уже не объяснишь, почему кухни дорогие. А почему они дорогие? Из-за этого кромка подорожала, все подорожало. А в процентном соотношении сейчас клиентов стало больше, например, чем лет 5 назад или меньше?
Сейчас, ну раньше больше было клиентов, сейчас... Потому что платежеспособность у населения, наверное, все-таки было больше. с этой пандемией, понятное дело, сейчас клиентов чуть поменьше стало. Ну, в принципе, загружена работа все равно. Работаете каждый день? Работаем каждый день, каждый день. А выходные? Выходные один день, воскресенье. У нас один день. Мы не можем себе позволить сделать 2 выходных. А сколько по времени занимает производство одной кухни? Примерно. Ну, если пилим, если такая сложная кухня, допустим, она пилится за день спокойно. На следующий день хранится она. Ну, вот от момента... Да, от момента где-то, ну, и до времени, если большая кухня, допустим. Ну, до сборки, от момента распила до... Да, мы полностью собираем корпусную, все корпуса даже здесь собираются. Если небольшая кухня, она предела, ну, где-то 3-4 дня. Если большая кухня, если, ну, средняя кухня, а если, да, 5-6 дней где-то примерно. Напилили, закромить ее надо, отсверлить ее надо, потом ее надо собрать, все это делать. Это уже 4 дня. И все это стрейчем скрутить ее, все это сделать, как скомплектовать ее надо, все это фурнитуру подготовить. Потом еще машину надо. Ну все, чтобы все это сделать, где 5-6 дней примерно одна кухня. Я так примерно, понимаю, если большая кухня. А такая маленькая, небольшая кухня, она где-то делается там 3 дня. Спокойно. Я так понимаю, фасады у вас, получается, заказная позиция, да? Да, заказная. Мы у вас есть свои партнеры, да, и вы у них заказываете по своим размерам? Мы берем фасады, хорошие фасады фирмы «Эклад». Это в Костроме находится. Они раньше быстро делали, очень часто чуть-чуть подольше, где-то в районе. Бывало, даже мы заказывали через неделю уже, даже через 3 дня раньше было такое, приходили фасады. Ну, не успели им заказать, и уже фасады готовы. А сейчас нет, сейчас довольно-таки долго. Ждем месяц, а то и 1,5. Но это сказывается на взаимоотношениях с клиентом? Да, сказывается. Почему? Потому что клиенты какие у нас сейчас? Они, вот нам срочно надо, ну так не бывает. Почему? Вот у меня фасады идут, допустим, сейчас 2 месяца. Вот последний раз мы заказывали фасады, они шли у нас 2 месяца. Но это опять же, наверное, связано с дефицитом материала. Да, они пленку не могли найти. Раньше столешницы были постоянно. Вот. Если, допустим, раньше можно приехать было сразу столешницу взять, сейчас нет. Сейчас делают все под заказ. Серега, а вот смотри, ты уже как бы такой, можно сказать, предприниматель со стажем. Ты все-таки, ну, и в возрасте человек уже, и опыта у тебя побольше. Что ты можешь вообще молодым людям, которые хотят связать свою жизнь с производством мебели, посоветовать? Да, одному сложновато, конечно, все. Лучше желательно вдвоем, втроем все это делать начинать. Лучше вдвоем. Вдвоем, втроем, да. Начинать все это и думать, самое главное думать. На мой взгляд, вот как я бы сейчас поступил. Изначально мы думали так, что, ну, лично это ко мне относится, что мы сейчас купим оборудование, и все, у нас будут заказы. А оказаться, да, что есть оборудование, это не равно есть заказы. Я бы сейчас поступил по-другому. Я бы сначала научился продавать бы, потому что примерно 80% успеха. И продал бы там несколько изделий, да, и потом бы я уже задумался о производстве мебели. Опять же, если нужно понимать, где ты будешь брать заказы, потому что на начальном этапе большинство людей, которые приходят в этот бизнес, они не понимают, что могут столкнуться с тем, что заказов вообще нету, просто их неоткуда брать, потому что сарафанное радио не работает, а для мебельного производства, на мой взгляд, сарафанное радио – это одно из наиболее важных, наверное. Да, потому что старые клиенты, они никогда не пропадают. Да, причем они советуют, да. А вот когда человек молодой приходит в бизнес, он оборудование купил, все, помещение снял, такой, ну все, сейчас ко мне придут, будут заказывать. Но никто не приходит. Нет, дело еще не в этом. Но никто не приходит. Все равно надо стараться добиваться. Найти клиента, конечно, это сложноватенько сейчас в наше время. Да, потому что сейчас клиент щепетильный такой. Но вы не пользуетесь ни Авито, ни соцсетями. Не, мы не пользуемся просто вообще. Да, у нас старые клиенты есть. Мало того, старый клиент, у нас и менеджер хороший. Сарафанное радио. В общем, у вас только основной трафик, там 80% это сарафан. Сарафанное радио, да, еще. И помимо того, что в мебельном цехе самое главное, нужны специалисты хорошие, которые думающие специалисты. Если таких людей нет, грош вам цена, лучше не связываться с этим. То есть для того, чтобы начать производство, получается, тебе для начала нужно где-то поработать, понять, как это все функционирует, эта вся система работает, а потом уже только начинать. Начинали. Хотя бы где-нибудь попробуйте это, посмотрите свои силы, сможете вы это осилить или нет. Конечно, опыт должен быть. Обязательно. Без опыта лучше не начинайте. Где-нибудь поработайте хотя бы полгода хотя бы. Вам достаточно будет понять, что это такое. Если вы сразу просто начнете это делать,
вы можете, как говорится, по-русски говоря, в лужу сесть. И у нас, кстати, Да. статистика, ну это, на мой взгляд, не только как бы все виноваты там вокруг люди, но это еще Да. у нас просто нет условий. У нас по статистике из 100 компаний закрываются 97 на протяжении там 5 лет. То есть всего 3 компании из 100 есть. Вот, Да. да, всего значит, ну, как Я не продолжают знаю, работать и ну, уже знаешь, начинают что-то зарабатывать. Этот порог 3-5 лет многие просто не выдержат и не переходят. Вот А сколько у тебя плюсы? путь занял вот от того момента, ты сказал, с 2004 года, получается, 2017 лет. 17 лет у тебя да. путь занял от того, как вы построились, Да. закупили оборудование, Да. начали работать, и так и 17, работаете, да, с 2004 года, ну, я строил... и сразу, ну, сразу получилось у вас Я сам зарабатывать. никогда пришел, мне был 21 год, я его сразу начал делать, этот цех. Сразу начал делать его. Я его за 4 года построил, в принципе, вот эти плиты не накрыл все это. За 3. Ну, я один сделал, мне родители помогали, конечно. В то время, 90, я сейчас скажу, это 88-й, 89-й год. И еще хочу сказать, обязательно должны быть друзья. Деньги все у Деньги- людей, деньги- поэтому если ты с людьми не общаешься, ты не заработаешь Да. ничего. Дело еще должны быть. У меня вот есть компании, которые вот рядом с вами стоят, всегда дружить, всегда. Ну а скажи, вот с того момента, как ты открыл свой цех, у вас сразу как бы пошли заказы и сразу получилось зарабатывать? Или какой-то промежуток вы сидели там без работы? Не, почему? Мы без работы не сидели, у нас Никогда, сразу да? пошли заказы. Да, То есть этот рынок, в принципе, такой, ну, Да, еще да. мало насыщенный, и здесь можно еще можно. Сейчас заработать. вообще сейчас много новостроек, очень много. Он всегда будет насыщен, он всегда будет. Самое главное найти хорошее помещение и где-нибудь в людном месте. И чтобы там сидел человек, который, как говорится, рекламировал вашу мебель. Желательно бы такой, но это дороговато. Но зато оно того стоит. Ну, да. а без салона, в принципе, можно существовать? Можно существовать, можно. Я вот говорю, как по сарафанному радио. Если мы работаем, например, с 2004 года, 17 И у вас своего салона никогда не было? своего не было. Сергей, спасибо вам большое. Давайте, всего доброго, да. Спасибо. Всего доброго, да. Друзья, ну что могу еще тут добавить? Серега обычный, хороший, добрый мужик, верующий в силу дружбы, искренне верующий, что все непременно получится. И, наверное, эта искренняя вера и заставляет его двигаться вперед. А ему уже 56 лет. И если уж у него получилось, то у вас-то уж точно получится. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забывайте писать комментарии. До скорых встреч, всех обнял, приподнял.